И многие говорят, не нужно было использовать топор, ты перешел границу. Если ты не переходишь границу, это никому не интересно. А какие еще есть другие пути как-то наказать, кроме как через репутацию? Они должны понимать, что если они будут продолжать использовать рабский труд, то к ним будут разные психи переходить в магазины и пугать их посетителей, устраивать трэш. Нельзя нарушать права человека, потому что будет реакция. Меня зовут Петр Маркелов, я студент, активист Legalise Беларусь. С 2015 года, когда меня первый раз исключили, в принципе, я очень много занимался активизмом. Ну и сейчас я учусь в Цевра, некоммерческий, частный университет, супер маленький. Тут на моей программе буквально 5 человек учатся. В принципе, достиг того, чего я хочу. Я и работаю, получаю достаточное количество денег, и также могу заниматься активизмом. В принципе, это еще лучше на самом деле, потому что я не завишу от каких-то доноров. В плане, то есть я делаю, что я хочу, и мне не важно, что доноры хотят. Мы делаем много акций, Legalise Беларусь, но одна из самых моих любимых – это когда я зафотошопил себя на фоне здания Министерства внутренних дел с плакатом. Там было написано «Заблокируйте», и потом IP-адрес сайта МВД. Я ожидал, что меня на самом деле арестуют и посадят на 15 суток за фейковую фотографию. Но этого не произошло. Меня арестовали на 3 дня, закинули на Крестина до понедельника, это было в пятницу, но в понедельник меня отпустили. Мы вышли с большими буквами слова «декриминализация» и стали напротив Дома правительства. Заняло буквально 5 минут, то есть мы прошлись от места сбора, сделали буквально 2 фотографии и ушли. То есть нас не успели задержать, но на следующий день 4 участников задержали прямо около дома. Legalise Беларусь – это гражданское движение за гуманную наркополитику в Беларуси, которое возникло в 2017 году, как реакция, наверное, декрет, который приняли в 2014 году против спайсов, который привел к тому, что тысячи людей оказались в этих карных колониях, где их принуждают работать на государство, производить мебель или другие какие-то продукты. Ну и самое основание Legalise Беларусь, наша стратегия состоит из 3 пунктов. Первое – это образование по вопросу психоактивных веществ, практик снижения вреда, зависимости. Второе – это адвокатирование, декриминализации малых количеств контролируемых веществ в Беларуси. Это значит, что для каждого вещества установлена какая-то граница, и если человек находит меньше, чем эта граница, это не является уголовным преступлением. То есть это административное правонарушение. И третье – это непосредственно поддержка тем, кто пострадал от действий государства в связи со статьей 328, то есть осужденные, их родственники, друзья. Мы в Украине вместе с командой решили провести акцию, трибьют к известной акции Олеся Пушкина, когда он привез тележку с навозом к администрации президента и воткнул вилы в портрет Лукашенко. Мы хотели повторить такую акцию с большим количеством навоза у входа в белорусское посольство в Киеве. У нас было 8 мешков с навозом, подъехали резко на бусике, но там были охранники, которые были готовы. И, немножко мы не скоординированно действовали, в итоге только мне удалось освободить 1 мешок навоза, после чего меня задержали. Поэтому, в принципе, акция не была доведена до конца. Получается, враги не только Лукашенко, да, но и все, кто его поддерживают, подпирают. Конечно, Икея будет говорить, что мы не знали, и говорят, мы не знали, но там не такая огромная цепочка поставок. Почти по открытым источникам эту информацию, к ней прийти. Поэтому я решил, что завтра я иду, и я разрублю топором несколько этих тумбочек, которые были произведены рабским трудом. Я огородил какое-то пространство лентой, и сначала пытался взять большую эту тумбочку, кулин, она не отрывалась, потом маленькую оторвал, принес туда, обил краской ее, потом второй также, висящую эту тумбочку, комод. И потом их разбил топором. Я считаю, мы должны заплатить белорусскому третьему сектору, некоммерческому сектору, гражданскому обществу, в частности, тем правозащитным организациям, которые расследуют пытки, которые помогают заключенным, другим заключенным тоже. Я считаю, такой прямой способ, хотя бы как-то исправить ошибку. Ошибки делать можно, если их исправлять, не просто словами, чем-то реальным. Потому что они получили реальную прибыль, они имеют возможность ставить высокую наценку на те продукты, которые они произвели дешево, потому что они использовали рабство. Находясь за границей, можно делать больше, чем находясь в Беларуси, потому что за границей есть доступ к более адекватной оплате труда. За границей нет угрозы постоянного ареста. То есть понятно, что есть роли, которые невозможно выполнить за границей. Там мы будем говорить про какие-то диверсионные операции, если вдруг Беларусь как-то будет втянута в войну, например, или так далее, потребуются люди на местах, чтобы что делать. Но есть и много ролей, которые можно исполнять за границей. Можно зарабатывать деньги, можно деньги эти тратить на, опять же, помощь политическим заключенным, либо на образование белорусов, либо на подготовку каких-то других операций. Все боятся,
И я тоже боялся, когда начинал это там делать, но нужно использовать свою префронтальную кору, да. И, опять же, акции, они часто направлены на привлечение внимания к той или иной проблеме и донесение какого-то месседжа. И мне кажется, что самое главное, это чтобы это привлекло внимание и четкий месседж, который был донесен до журналистов, до публики.